Всем привет, с вами снова MacZS7, и на этот раз у нас будет достаточно познавательное и полезное видео, скажем так, для большей части аудитории Rollercoin, которые пришли в нее не так давно. Если вы уже бывалый, скажем так, игрок и майнер в Rollercoin, то скорее всего, что оно для вас будет не очень полезным или вообще бесполезным. Поговорим мы сегодня о процентах. Как они получаются, за что они получаются, их логику и, соответственно, в чем их различие. Видео будет недолгим, но постараюсь объяснить достаточно все подробно. Итак, общий процент – это процент, который увеличивает нашу мощность ровно на тот процент, который здесь напишется. Этот, соответственно, процент мы можем зайти в наш профиль и нажать профиль Stats. Здесь мы видим, сколько майнеры нам дают, то есть чисто майнерами, это чистая мощность майнеров, и сколько нам дает бонусом. Но нужно также понимать, что этот процент влияет, действует еще и на игры. То есть я сейчас не играю вообще, поэтому у меня очень мало, но в принципе на играх спокойно можно держать там 700, 1 pH, не напрягаясь. Следовательно, я бы получил плюс 1 с чем-то pH, и проценты там сверху еще 1,26. Давайте посчитаем. Сейчас мы возьмем 19, 467. Это pH, не будем брать игры, это совсем мелочи. И, соответственно, умножим это на 1,26. На самом деле вру, умножим на 2,26. Это примерно 126% у меня. И, следовательно, получаем мощность, равную 43 995. Это практически действительно адекватная мощность, которая у меня сейчас есть, но она, как видите, чуть больше. Чуть больше из-за того, что у меня есть какие-то временные бонусы, то есть те, которые дают бонусы не навсегда, плюс я еще не посчитал игры, и также нужно понимать, что существуют еще вот такие вот тут полочки, которые у нас добавляют мощность непосредственно к майнерам, вот сюда вот, да, и которая вот эта мощность, она, возможно, тоже учитывается при подсчете общей мощности майнера вот там вот. Но, тем не менее, чтобы этот процент набрать, нам нужны разнообразные майнеры, которые будут находиться у нас либо на полках, либо, соответственно, в инвентаре. Да, на данный момент проверяйте всегда видео по актуальности, потому что через какое-то обновление оно может стать опять неактуальным, но на данный момент процент из инвентаря добавляется. То есть вы можете, если у вас не хватает комнат, выставить все самые крутые майнера непосредственно в ваши комнаты. Извиняюсь. А если же у вас еще куча мелочи остается, вы ее оставляете просто здесь, она работает только для процента. Следовательно, очень часто много там разных вопросов, то есть добавляют ли одни и те же майнера, которые различаются звездочкой или уровнем. Ответ всегда был: да, добавляют. Именно для этих целей всегда брался, вот смотрите, обычный майнер, да, то есть у меня их тут, правда, много навыпадало уже, но вот обычный майнер, потом идет второго уровня майнер, третьего уровня майнер, четвертого уровня майнер и майнер со звездой. Каждый из них будет давать процент. Исключение, если у вас полностью одинаковые майнера. То есть, если у вас будет второй и второй, процент вы не получите. Если у вас будет обычный плюс обычный, процент вы не получите. Так что звезда, любой уровень и еще обычный, они считаются как разные майнера, поэтому вы можете так собирать из одного майнера почти всю полку. То есть вы можете взять обычный, взять старый Legacy со звездой, взять второго уровня, третьего, четвертого, пятого и там Unreal 6. И таким образом получить 7 одинаковых с виду майнеров, но все они будут давать вам процент. Теперь давайте разберемся непосредственно с полками. Полки, которые дают процент, не учитываются сюда. Запомните, этот процент работает на ваши майнера и на ваши игры. Полки же, они имеют отдельный процент, который показывается 5%, который сюда не считается. Он считается только для тех майнеров, которые на них стоят. Следовательно, вы должны поставить как можно более крутые майнера на лучшие полки. Вот, допустим, этот майнер получает дополнительно 54 тысячи GH, стоя просто на этой полке. Хорошим вопросом будет являться то, считается ли вот эти 54 тысячи с этими процентами. Здесь я вам, честно говоря, не скажу, потому что, как вы видите, здесь у меня есть погрешность где-то в 800
ну, не PH, а 0.8 PH, либо 800 TH, и вполне возможно она выходит как раз-таки за счет этого значения, а может быть просто стандартная погрешность, она всегда существовала. Здесь, к сожалению, не отвечу. Но это можно, в принципе, при желании проверить. Если мы хотим сейчас узнать, давайте я чуть-чуть растяну ролик, посмотрим. 54 просто будем складывать, да, то есть у нас не хватает в общем сложности, ну, что-то в районе 795, и здесь 95. Короче, что-то в районе 800. Допустим, пускай будет 800. Берем, складываем все абсолютно числа, которые у нас здесь есть. Это 28620, соответственно, 28620 плюс, соответственно, 70 тысяч, 78 там, по-моему, да, 78 362, плюс, идем дальше, у нас здесь 22 600, плюс, смотрим здесь, у нас 54 тысячи, плюс 54 тысячи. И вот, соответственно, у нас уже с одной полки это будет считаться бонусной мощностью, так что да, скорее всего, что она будет учитываться как именно бонусная. То есть вот с этой полки мы столько получили, с этой получится чуть меньше, то есть там еще плюс где-то 120, возможно, тысяч. Потом с этих всех полок тоже в общей сложности вот с этого всего оно накопится еще где-то плюс, ну, возможно, даже столько же. Где-то плюс 300. То есть вот у нас получается 600 и 200 как раз-таки бонусной мощности. Так что да, можно смело говорить о том, что здесь показывается статистика по чистой голой мощности ваших майнеров, а здесь показывается ваш процент на вот эту цифру, плюс еще тот процент, который дают стойки на конкретные майнера. Ну и, соответственно, плюс игры. И вот так вот оно как бы и работает. То есть, если вы хотите покупать полки с процентом, вы должны иметь как можно более мощные майнера, потому что чем круче у вас майнера, тем, соответственно, больше вы получите, поставив этот майнер на полку. Если же у вас с майнерами, с мощностью все, в принципе, в порядке, то, сами понимаете, чем больше у вас процент, чем больше у вас уникальных майнеров будет на аккаунте, тем больше вы с каждого абсолютно майнера будете получать мощности. То есть, если вы проходите ивент, видите майнер на 533 гаш, вы уже автоматически подразумеваете то, что это будет не 533 гаш, это будет для вас, ну, допустим, для меня конкретно 533, 500 умножаем на 2.2693. То есть для меня этот майнер будет давать уже 1200. То есть 1 pH 210 GH. И так работает процент. У топов этот процент сами можете посмотреть, если мы зайдем в лидерборд и откроем, допустим, топ-1, у которого просто нереальные какие-то абсолютно цифры мощности. Вы можете посмотреть, что его майнеры, в основном все вместе, чисто голые майнеры взятые, дают ему всего лишь 1.3 яш. Ну, то есть 1.313 яш. А бонусом он получает почти 20. То есть представьте, у него должно быть на аккаунте практически 2000%. 2000%, и поэтому он получает огромную такую мощность. Вот, пожалуйста. И у него здесь стоят только лучшие майнера. Только лучшие. Все остальное у него, соответственно, находится в инвентаре. Вы здесь не увидите ни одной мелочи. Хотя, я вас уверяю, у него есть практически все майнера с вот этой мелочи и прочим. В общем, я надеюсь, это видео было полезно для тех, кто не разбирается в процентах, и вы поняли, как это считать, как это работает. Также скажу еще маленькую ремарочку. Процент, когда вы непосредственно поставили майнера, добавляется не сразу. То есть, если вы резко купили ивент или купили какой-то крутой майнер с кучей процентов, здесь он отобразится сразу же, но начислится на мощность чуть позже. Это можно исправить, поиграв в игры и найдя бонус, либо просто подождав 30 минут, может быть, какой-нибудь час, и оно у вас само по себе добавится. Соответственно, такая же проблема будет происходить, если вы снимете майнер, отправите его на маркет, он у вас там, не знаю, 5 минут побудет, вы
передумаете, решите его вернуть, и, допустим, до снятия майнера у вас было 45 тысяч, а когда вы его назад поставите на полку, у вас будет 44 тысячи, там, 800. Почему? Потому что его процент, который он дает, добавляется чуть-чуть позже, а не сразу. Все, теперь точно полная информация. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И еще услышимся.